В мире, где мечты часто сталкиваются с суровой реальностью, есть истории, которые вдохновляют миллионы. История о том, как группа обычных ребят, полных надежд и страха, смогла превратиться в легенду мировой сцены. В 2012 году мир впервые услышал имя EXO. Их появление стало настоящим шоком для индустрии, ведь они пришли не просто петь и танцевать, они пришли объединять сердце по всему миру. Сомнения, трудности, победы и падения – все это лишь часть их невероятного пути. Сегодня мы расскажем историю EXO, группы, которая доказала, если ты веришь в свою мечту и не сдаешься, то даже самые далекие звезды становятся ближе. EXO дебютировали в апреле 2012 года под управлением SM Entertainment. В составе было 12 участников, разделенных на две подгруппы – EXO-K, выступающие на корейском языке, и EXO-M, ориентированные на китайскую аудиторию. Такой формат был уникален для K-pop и сразу выделял группу среди других. Их первый сингл «Мама» стал громким заявлением. Сложная хореография, мощная концепция с элементами мифологии и футуризма – все это вызвало большой интерес. Альбом «Мама» занял верхние позиции в чартах Южной Кореи и Китая, а также попал в топ мировых iTunes. Однако вместе с успехом пришли трудности. Многие скептики считали проект слишком амбициозным, а разделение на подгруппы – рискованным шагом. Молодым айдолам пришлось ежедневно доказывать, что они достойны сцены. Годы тренировок, по 10 и более часов в день, закалили их характер. EXO показали, чтобы попасть на вершину, нужно не только талант, но и упорство. Их дебют стал началом пути, на котором трудности только усилили их решимость и превратили новичков в группу, которой суждено было стать легендой. Настоящий переломный момент для EXO наступил в 2013 году. В июне они выпустили первый полноформатный альбом EXO, EXO, а перезапуск альбома в августе включал песню «Growl». Именно этот трек сделал группу всемирно известной. «Growl» с легкой мелодией и запоминающейся хореографией покорил слушателей. Клип собрал миллионы просмотров, а сама песня звучала на улицах, в магазинах и школах по всей Азии. Впервые за 12 лет альбом корейской группы продался тиражом более 1 миллиона копий, и EXO получили титул «Миллион селлеров». Это было историческое событие. Поп снова доказал, что способен собирать миллионные продажи в эпоху цифровой музыки. Для участников группы это стало знаком. Все годы изнурительных тренировок, сомнений и критики были не напрасны. EXO показали, что вера в мечту и командный дух способны превратить начинающих артистов в лидеров индустрии. С этого момента они перестали быть просто новичками. Они стали символом новой волны K-pop. После того, как «Growl» сделал EXO мировой сенсацией, казалось, что их путь будет только вверх. Но уже в 2014 году группа столкнулась с потрясением. Первым ушел Крис, лидер EXO-M. Он заявил о несправедливых условиях контракта и проблемах со здоровьем. Для многих фанатов это стало шоком. Человек, который олицетворял силу и харизму китайской подгруппы, вдруг оказался по другую сторону сцены. Спустя несколько месяцев последовал новый удар – уход Лухана. Его здоровье оказалось подорвано изнурительным графиком, и он решил вернуться в Китай, чтобы продолжить карьеру на родине. Миллионы поклонников плакали, ведь Лухан был одним из самых любимых и узнаваемых участников EXO. В 2015 году группу покинул Таа. Травмы, полученные за годы выступлений и тренировок, не позволяли ему продолжать. Его решение стало третьей подряд потерей, и критики всерьез предсказывали конец EXO. Но именно тогда оставшиеся 9 участников доказали, что EXO – это не только состав, а прежде всего сила духа. Они сплотились и вышли на сцену еще увереннее, чем раньше. Вместо того, чтобы упасть под тяжестью утрат, они превратили боль в мотивацию и доказали, что настоящая семья выдерживает даже самые сильные удары судьбы. Эти годы стали переломным моментом. EXO показали всему миру,
что сила группы измеряется не числом участников, а верностью мечте и верой в тех, кто остался рядом. После тяжелых потерь многие думали, что EXO не выдержат. Но именно тогда началось их величайшее восхождение. В 2015 году они вернулись с альбомом Exodus, и хит «Call Me Baby» моментально занял верхние строчки чартов. Этот камбэк стал доказательством: EXO живы, и они сильнее, чем когда-либо. В следующие годы группа только укрепляла свой статус. Альбом Exact в 2016, а затем The War в 2017 принесли им мировое признание. Песня «ККБП» звучала на фестивалях, в клубах и на улицах по всему миру, а сам альбом стал самым продаваемым в Корее того года. EXO собирали стадионы, побеждали на всех главных премиях и несколько лет подряд становились обладателями Daesan, высшей награды корейской музыкальной индустрии. Фанаты называли это время «золотой эрой EXO». Но главное – это не только рекорды и награды. Их успех стал символом того, что даже после падений можно встать и сиять еще ярче. EXO доказали, что трудности – это лишь испытания на пути к величию. Их история вдохновляла миллионы людей по всему миру. Если они смогли пережить кризис и стать легендой, значит, и каждый из нас способен превратить свои раны в силу. Когда EXO утвердились как одна из главных групп поп, наступило время новых вызовов. Каждый из участников начал искать пути для самореализации за пределами сцены. Это не было бегством, напротив, это стало доказательством их зрелости и таланта. Дакёнсу проявил себя как актер. Его роли в фильмах «Наедине с богами», «Два мира» и «Брат» показали, что он не только вокалист, но и глубокий артист. Бэкхён и Чинёль добились успеха как сольные исполнители и участники дуэта EXO-SC, а их проекты заняли первое место в чартах. Суха, лидер группы, начал сольную карьеру и показал публике более личные, чувственные стороны своего творчества. Некоторые участники выходили на театральную сцену, другие становились амбассадорами мировых брендов, а кто-то продолжал радовать поклонников своими авторскими песнями. Каждый шаг участников был встречен с поддержкой фанатов, ведь главное, они всегда возвращались в EXO. Именно этот этап показал истинную силу группы. EXO – это не просто коллектив, это сообщество ярких личностей, каждый из которых может сиять отдельно, но вместе они превращаются в созвездие. Для фанатов их сольные проекты стали еще одним источником вдохновения. EXO доказали, важно не останавливаться на одном успехе, а искать новые пути, новые вершины. Ведь только так мечта становится бесконечной. Как и каждому корейскому мужчине, участникам EXO предстояло пройти обязательную военную службу. Для фанатов это был непростой период. Сцена постепенно пустела, и любимые артисты один за другим уходили в армию. Первым в 2019 году отправился Сеумин, затем Дакёнсу, а позже и другие участники. Казалось, что тишина затянется надолго. Но EXO-L, преданные фанаты группы, доказали, что настоящая любовь не угасает с годами. Несмотря на паузы, они продолжали поддерживать группу, покупали альбомы, поднимали старые песни в чартах, устраивали флешмобы в честь дней рождения участников. Именно в это время стало ясно: EXO – это не просто артисты, это семья, которая живет в сердцах миллионов. А сами участники, уходя в армию, всегда оставляли слова поддержки фанатам: «Мы вернемся сильнее». Когда первые из них завершили службу, эмоции поклонников невозможно было описать. Это было не просто возвращение музыкантов на сцену, это было доказательство, что время не разрушает истинные связи. Наоборот, оно делает их крепче. EXO показали, даже когда кажется, что жизнь ставит паузу, вера и терпение могут превратить ожидания в еще более яркую встречу. EXO прошли через все: блестящий дебют, мировую славу, тяжелые потери, сольные проекты и годы ожидания военной службы. Но сегодня их имя продолжает звучать как символ целой эпохи. Они стали примером для новых поколений айдолов, доказав,
что К-поп может быть не просто жанром, а культурой, которая объединяет людей по всему миру. Их песни от Growl до Love Shot стали гимнами миллионов. Их концерты собирали стадионы, а фанатское сообщество EXO-L превратилось в семью, в которой нет границ и расстояний. Даже спустя годы после дебюта EXO остаются легендой, а их путь вдохновляет молодых артистов идти вперед, несмотря на сомнения и трудности. Главное наследие EXO – это не только рекорды и награды. Это вера в то, что мечта реальна. Их история учит: можно упасть, но встать сильнее, можно потерять, но обрести новое, можно ждать, но дождаться. EXO доказали: настоящая звезда светит ярко не потому, что ей легко, а потому, что она выдержала все испытания и все равно сияет. А теперь вопрос к вам, EXO-L. Что для вас значит EXO? Какая их песня навсегда останется в вашем сердце? Напишите в комментариях и поделитесь своими воспоминаниями. Поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал, чтобы вместе с нами хранить истории К-поп и вдохновляться новыми победами. Ведь EXO показали нам: настоящая сила – это единство, а настоящая легенда живет в сердцах своих фанатов. Мы – EXO-L. Мы – одна семья. И эта история будет жить всегда.